Это четвертая лекция из нашего цикла, то есть последняя. И должна признаться, давненько я так не любила работать, как пока я готовила эти лекции. Главный ужас состоит в том, что я с утра думаю, так, я проверю несколько слайдов, обнаруживаю в 4 часа дня, что я продолжаю в восторге ковыряться во всех фотографиях, фильмах и так далее, и мне не остановиться. Поэтому, как обычно, тут бешеное количество слайдов, но я буду там пропускать мимо. Не буду, нет, не читать не буду, мы будем мимо проезжать, да, а я буду рассказывать. Итак, да, мы проделали такой круг. Мы начали с современности, мы говорили о ценностях, которые каким-то образом странно проявляются в свадебном торжестве. Мы говорили о том, что за этим что-то скрывается, а что непонятно. Дальше мы пустились в исторический экскурс. Мы отправились в XIX век, мы отправились в свадьбы и брак, как он был в разных российских сословиях. И в качестве вывода о том, как это выглядело, да, ну, то есть выводы были разные, да, но важно то, что, как выяснилось, свадьба была способом артикуляции определенного социального порядка. То есть таким образом этот социальный порядок и предъявлялся, и санкционировался, и разделялся. Этот социальный порядок был связан с двумя очень важными обстоятельствами, как ни странно, не имеющими никакого отношения ни к какой любви, имеющими отношение к двум очень важным вещам, которые являются фундаментальными для любого общества, существующего во времени. Это отношение к земле и собственности и отношение между поколениями, в частности, по поводу собственности. Как ни странно. Как ни странно. Да? И, соответственно, вне зависимости от того, о каком бы сословии мы ни говорили, в каждом из этих сословий посредством ритуала брака артикулировался принцип передачи некоего добра. И вот здесь очень интересная вещь наступает. В современном русском языке очень, очень трудно описать все, что связано с материальным добром. То есть либо оно добро плюс значение, что это хорошее, благо опять значением, что это хорошее, недвижимость без какого-то вообще отношения к человеку, дом, земля, казалось бы, что не всегда это может быть земля, потому что, например, если дворяне передавали действительно землю, то купцы передавали дело, да, выделяли. Ремесленники выдавали часть своего ремесла, а крестьяне, например, выделяли участок земли под усадьбу. А потом позже происходил передел земли, когда вот эта вот новая семья получала часть земли внутри общего общинного пирога. Но, тем не менее, в любом случае движение, вот, изменение отношений к собственности происходило не через смерть, вот что очень важно, а через брак. И это в процессе анализа и рассмотрения всех этих историй для меня это было абсолютнейшим открытием. Потому что, казалось бы, это банальная вещь, но она совершенно не банальна, да, потому что для нас все что угодно, любовь, честь, достоинство, лояльность, кучу слов сюда можно положить, там, сексуальность, все что угодно, но только не конкретно, чего я имею, а чего я не имею, кто мне это даст. Да? Потому что, собственно говоря, кто мне вообще-то что-то может дать? Вот я родился, у меня ничего нет. Все есть у моих родителей, что-то, или еще у кого-то, или у них ничего нет. Откуда у меня берется то, с чем я могу стартовать в этой жизни, или, например, стать полноправным членом некоего сообщества? Это должно у меня каким-то образом возникнуть. Такая простая вещь. Мы будем вкладываться в образование детей. Ну, что бы это значило? Почему вдруг стали вкладываться, думала я, в образование детей? Потому что государство вкладывалось в образование детей.
потому что все в советское время это делало государство, тут оно перестало особо вкладываться или вкладываться сомнительным образом и так далее, да, и вдруг тут вот родители поняли, что тут что-то вот надо делать. Это все еще все-таки не земля, это все еще все-таки никакой не дом. И если происходит, например, приобретение недвижимости и наделение молодых, то это вольная воля родителей. То есть они не рассматривают, ни дети не рассматривают это как долженствование. Это все будет рассматриваться в категориях обиды, щедрости, любви, нелюбви и так далее. То есть в эмоциональных категориях, а не в категориях традиции и права. Но это, собственно говоря, то, что обнаружилось в свадьбе. Еще что обнаружилось в свадьбе, это то, что принудительным образом через институт брака транслируется представление о том, что старшие решают все, что власть и имущество в руках старшего поколения, которое решает, наделить или не наделить. Вот ты будешь хорошо себя вести, ты обижал меня, да, я не наделю тебя или плохо тебя наделю. То есть это в воле старших, и, соответственно, иерархия возрастная выстраивалась по принципу возрастания власти. Как ни странно, точно так же, если посмотреть, выстраивались отношения и не только в семье, но и в ситуации работы, службы, потому что существовало понятие выслуги лет. И, соответственно, выслуживаясь, двигались, набирая опыт, двигались от одного этажа рабочего, не знаю, там, будь то военная служба, будь то гражданская служба, но предполагалось, что человек с возрастом обладает все большим знанием и большим социальным статусом, который таким образом подращивается. Я восстанавливаю картинку, которая у нас складывается, если анализировать положение дел в досоветской России в канун октября. Что происходит дальше? Отчасти я уже про это сказала, да, поэтому я это пропущу. Что происходит с приходом советской власти? Первыми декретами советской власти были декреты об отмене собственности и декреты о семье. Было провозглашено освобождение от патриархальности. Первичными ячейками нового общества были объявлены коллективы. Началось глобальное изменение социального порядка и в том числе порядка семьи. Во-первых, дети теперь оставались в роду матери. Как было указано в декрете, запись о рождении ребенка составляется тем же отделом браков и рождений по месту пребывания матери. Общество перестало быть патриархальным. Помните, мы говорили о том, что практически любое общество, мало того, в основании государственности лежит принцип патриархальности, есть мужские роды, которые, да, наследуются, и есть женщины, которые переходят и забираются из одного рода в другой. Таким образом, посредством женщин происходит как бы вот это вот выстраивание межродовой солидарности в виде свайства, а посредством мужских родов происходит наследование. Соответственно, если ребенок по декрету остается в том месте, где живет мать, да, следовательно, отец оказывается, в общем, не удел особенно, чисто юридически. Да, он может хотеть или не хотеть признать свое отцовство. И если мы посмотрим на то, что там происходит, то обнаружим, что инициатива брака с точки зрения советской власти находится теперь в руках женщины. То есть как бы в ее интересах ребенок, в ее интересах обрести материальную поддержку, да, и, соответственно, она хочет отвести этого самого супруга будущего в ЗАГС для того, чтобы все это состоялось.
собственно говоря, начало истории утраты отцов вот в этой конструкции, оно вот здесь находится, да, когда происходит такого рода глобальная перемена от патриалокальности к матрилокальности сначала хотя бы на уровне деклараций. То есть как все в действительности происходит, оно там как-то происходит. Но на уровне закона вот такая вот случается история, которая, собственно говоря, и длится, надо сказать. Итак, то, на что я ссылалась, это декрет о гражданском браке, детях и книгах актов гражданского состояния. Да, один из самых первых декретов. Отменяется собственность, отменяется патриархальность, с которой борются, которая при этом является, собственно говоря, способом созидания социальной структуры общества, и изменяется способ отношения к детям. Дети теперь оседают, не отделяясь от женщины.